Прямо сейчас, пока ты лежишь в темноте и слушаешь эти слова, невидимая сила удерживает тебя на кровати. Эта же сила заставляет планеты кружиться вокруг звезд, а галактики сливаться в космическом танце длиной в миллиарды лет. Но вот что действительно пугает. После 400 лет научного прогресса, после Ньютона, Эйнштейна и тысяч блестящих умов, мы до сих пор не знаем, что такое гравитация. Мы можем измерить ее с невероятной точностью. Мы можем предсказать ее влияние на движение небесных тел с погрешностью в миллиметры. Но что она такое на самом деле? Остается загадкой, которая не дает покоя лучшим физикам планеты. В следующие минуты ты узнаешь, почему гравитация – единственная сила во Вселенной, которую невозможно экранировать. Ты поймешь, как она искривляет не только пространство, но и само время, заставляя часы на вершине горы идти быстрее, чем у ее подножия. И ты столкнешься с самой пугающей загадкой современной физики. Почему две самые точные теории, описывающие нашу Вселенную, полностью противоречат друг другу именно в вопросе гравитации? Это противоречие означает, что наше понимание реальности фундаментально неполно. Возможно, мы упускаем что-то настолько важное, что когда мы это обнаружим, вся картина мира изменится навсегда. Ты собираешься узнать нечто, что может лишить тебя сна. Не потому что это страшно, в обычном смысле, а потому что это заставит тебя иначе взглянуть на саму ткань реальности, которую ты считал понятной и предсказуемой. Если тебя завораживают тайны космоса и загадки, которые наука не может разгадать, подпишись на канал. Путешествие в бездну непознанного начинается прямо сейчас. Помнишь, как в школе тебе рассказывали о гравитации? Яблоко упало на голову Ньютону, он задумался. И вдруг понял, что та же сила, которая тянет яблоко к Земле, удерживает Луну на орбите вокруг Земли. Красивая история, правда? Простая и понятная. Гравитация – это сила притяжения между телами, имеющими массу. Чем больше масса, тем сильнее притяжение. Чем дальше объекты друг от друга, тем слабее эта сила. Формула, которую можно записать в одну строчку. Элегантно, логично. Успокаивающе предсказуемо. Нас учили, что гравитация – это просто одна из 4 фундаментальных сил природы, наряду с электромагнетизмом, сильным и слабым ядерными взаимодействиями. Мы привыкли думать о ней как об чем-то понятном, одомашненном, полностью изученном еще в 17 веке. Ньютон все объяснил, Эйнштейн добавил некоторые уточнения для экстремальных условий, и на этом история закончилась. Гравитация работает, мы ею пользуемся, конец истории. Но реальность оказалась намного более странной и тревожной. Первая трещина в этой уютной картине появилась, когда ученые начали задавать простой вопрос. Как именно гравитация действует? Ньютон описал, что происходит, тела притягиваются. Но он никогда не объяснил, как это притяжение передается через пустоту космоса. Представь себе, Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Между ними практически ничего нет. Вакуум, пронизанный лишь редкими частицами солнечного ветра и светом. И тем не менее Земля каким-то образом знает, что Солнце там, и подчиняется его гравитационному притяжению. Как информация о существовании Солнца и его массе передается через эту пустоту? Сам Ньютон признавал, что не может ответить на этот вопрос. В его знаменитом письме он писал, что идея тела, действующего на другое тело на расстоянии через пустоту, без посредства чего-либо еще, является для него величайшей нелепостью. Он понимал, что его теория – это описание, а не объяснение. Она говорит, как рассчитать силу, но молчит о природе этой силы. Более 200 лет этот вопрос оставался без ответа. А потом пришел Эйнштейн и перевернул все с ног на голову. То, что Эйнштейн предложил в своей общей теории относительности в 1915 году, было настолько радикальным, что многие физики того времени просто отказывались в это верить. Эйнштейн сказал, гравитация не является силой в обычном смысле. Гравитация – это кирюа, это геометрия. Массивные тела искривляют само пространство и время вокруг себя, а другие тела просто движутся по этому искривленному пространству кратчайшим возможным путем. То, что мы воспринимаем как притяжение – это на самом деле движение по геодезическим линиям в искривленном пространстве времени. Представь себе это так. Возьми натянутую резиновую пленку и положи на нее тяжелый шар. Пленка прогнется вокруг шара, создавая воронку. Теперь пусти по пленке маленький шарик. Он будет двигаться не по прямой линии, а по кривой, стремясь к центру воронки. Со стороны кажется, что большой шар притягивает маленький. Но на самом деле никакой силы притяжения нет. Есть только геометрия искривленной поверхности. Это была революционная идея,
но с ней пришли и новые, еще более глубокие загадки. И если гравитация – это искривление пространства-времени, то что именно искривляется? Пространство и время – это не вещи, которые можно потрогать. Они не состоят из материи. И тем не менее, согласно Эйнштейну, они могут гнуться, растягиваться, сжиматься. Это уже звучит как какая-то мистика, а не физика. Более того, Эйнштейновская теория сделала предсказание, которое было подтверждено только через 100 лет существования гравитационных волн. Это рябь в ткани пространства-времени, распространяющаяся со скоростью света. Когда два массивных объекта, например, черные дыры, сталкиваются, они создают волны, которые проходят через всю Вселенную, слегка растягивая и сжимая пространство на своем пути. В 2015 году детекторы LIGO впервые зафиксировали такие волны от столкновения двух черных дыр, произошедшего более миллиарда лет назад. Это было триумфальное подтверждение теории Эйнштейна. Но это же открытие сделало загадку гравитации еще более глубокой. Дело в том, что у других фундаментальных сил – электромагнетизма, сильного и слабого взаимодействий – есть переносчики. Это частицы, которые передают взаимодействие между телами. Фотоны переносят электромагнитное взаимодействие, глюоны – сильное, W и Z бозоны – слабое. Все эти частицы были обнаружены экспериментально и прекрасно вписываются в так называемую стандартную модель, наиболее точную и проверенную физическую теорию за всю историю науки. Но для гравитации такой частицы, гипотетического гравитона, никто никогда не находил. И не только не находил, существуют серьезные теоретические проблемы, которые ставят под сомнение саму возможность существования гравитона в том виде, в каком существуют другие переносчики, взаимодействий. И здесь мы подходим к самому тревожному аспекту этой истории. Квантовая механика и общая теория относительности – две величайшие научные теории 20 века, несовместимы друг с другом. Это не просто философское разногласие или вопрос интерпретации. Это математическая несовместимость. Когда физики пытаются применить методы квантовой теории к гравитации, уравнения дают бессмысленные результаты, бесконечности, которые невозможно устранить никакими математическими трюками. Для других сил эта проблема была решена с помощью процедуры, называемой перенормировкой. Бесконечности появляются, но их можно систематически удалить и получить конечные проверяемые предсказания. Для гравитации это не работает. Бесконечности возникают снова и снова на каждом уровне вычислений, и их становится только больше. Это означает, что у нас нет квантовой теории гравитации. Мы не понимаем, как гравитация ведет себя на самых маленьких масштабах. При размерах порядка так называемой планковской длины, примерно 10 в минус 35 степени метра. Это в миллиарды миллиардов раз меньше атомного ядра. На таких масштабах классическое пространство-время, описываемое Эйнштейном, должно каким-то образом становиться квантовым. Но каким именно, никто не знает. Почему это важно? Потому что именно на этих масштабах происходят самые драматические события во Вселенной, внутри черных дыр и в первые мгновения после Большого взрыва. Наша неспособность объединить квантовую механику и гравитацию означает, что мы буквально не понимаем, как возникла Вселенная и что происходит в сердце черных дыр. Но давай вернемся немного назад и посмотрим на гравитацию с более близкого расстояния. Забудь на минуту о черных дырах и Большом взрыве. Подумай о том, как гравитация влияет на твою повседневную жизнь. Ты, вероятно, думаешь, что гравитация – это просто то, что удерживает тебя на Земле. Но это лишь самый очевидный ее эффект. На самом деле, гравитация проникает гораздо глубже, влияя на такие вещи, о которых ты никогда не задумывался. Например, твои часы. Если у тебя есть смартфон, он почти наверняка использует спутниковую навигацию, GPS или GLONASS. Спутники этих систем находятся на высоте около 20 тысяч километров над Землей. И вот удивительный факт. Часы на этих спутниках идут быстрее, чем часы на поверхности Земли. Не потому что они сломаны, а потому что гравитация Земли слабее на большой высоте, и согласно общей теории относительности время там течет быстрее. Разница крошечная, около 45 микросекунд в день. Но если бы инженеры не учитывали этот эффект, твой навигатор ошибался бы на километры. Каждый раз, когда ты используешь GPS, чтобы найти дорогу, ты пользуешься практическим применением Эйнштейновской теории гравитации. Искривление времени – это не абстрактная научная концепция. Это реальность, с которой сталкиваются спутники каждую секунду. Но еще более поразительно то, что этот эффект был измерен даже на очень маленьких расстояниях.
Используя сверхточные атомные часы, ученые зафиксировали разницу в ходе времени между часами, находящимися на разной высоте всего в несколько десятков сантиметров. Да, ты правильно понял. Часы на столе идут чуть-чуть медленнее, чем часы на полке над столом. Разница настолько мала, что ее невозможно заметить в повседневной жизни. Но она реальна и измерима. Это подводит нас к первой по-настоящему тревожной мысли. Время, которое кажется тебе абсолютным и неизменным, на самом деле течет с разной скоростью в разных местах. Твоя голова стареет быстрее, чем твои ноги. Буквально. За 70 лет жизни разница составит около 1 миллионной доли секунды, но она есть. Вселенная не предоставляет нам единого, универсального времени. Каждая точка пространства имеет свое собственное время, и эти времена связаны друг с другом через гравитацию. Теперь давай поговорим о том, как гравитация ведет себя в масштабах, выходящих далеко за пределы нашей повседневной жизни. И здесь история становится еще более странной. В 1930-х годах швейцарский астроном Фриц Цвикки изучал скопления галактик. Он измерял скорости, с которыми отдельные галактики движутся внутри скоплений, и попытался рассчитать общую массу скопления по этим скоростям. Результат его поразил. Галактики двигались слишком быстро, гораздо быстрее, чем они должны были бы двигаться, если бы единственным источником гравитации была видимая материя – звезды, газ, пыль. Цвикки предположил, что в скоплениях должна существовать какая-то невидимая масса. Он назвал ее темной материей. Это было смелое предположение, и на протяжении десятилетий многие ученые относились к нему скептически. Но затем, в 70-х годах, американский астроном Вера Рубин обнаружила такую же аномалию в отдельных галактиках. Рубин изучала вращение галактик. Согласно законам Ньютона и Кеплера, звезды на периферии галактики должны двигаться медленнее, чем звезды ближе к центру, точно так же, как дальние планеты Солнечной системы движутся медленнее, чем ближние. Но Рубин обнаружила, что это не так. Звезды на краях галактик движутся примерно с той же скоростью, что и звезды в середине. Это было невозможно, если только галактики не окружены гигантским гало из невидимой материи, создающей дополнительную гравитацию. Сегодня темная материя – одна из величайших загадок космологии. Мы знаем, что она существует, ее гравитационное влияние видно повсюду, от вращения галактик до формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Но мы понятия не имеем, из чего она состоит. Несмотря на десятилетия поисков, ни один эксперимент не обнаружил частиц темной материи напрямую. Она не излучает свет, не поглощает его, не взаимодействует с обычной материей никаким способом, кроме гравитации. Это ставит нас в странное положение. Около 85% всей материи во Вселенной – темная материя. Мы состоим из редкого, экзотического вещества, составляющего лишь 15% материального содержимого космоса. Вселенная в основном состоит из чего-то, о чем мы практически ничего не знаем. Но это еще не самое странное. В конце 90-х годов две независимые группы астрономов, изучавших далекие сверхновые, сделали открытие, которое перевернуло космологию. Они обнаружили, что расширение Вселенной ускоряется. Давай разберемся, почему это так удивительно. После Большого взрыва Вселенная начала расширяться. Гравитация всей материи во Вселенной должна была бы замедлять это расширение. Точно так же, как гравитация Земли замедляет подброшенный вверх мяч. Астрономы ожидали увидеть либо замедление расширения, либо, если плотность материи достаточно мала, расширение с постоянной скоростью. Но никто не ожидал ускорения. Ускоряющееся расширение означает, что существует какая-то сила, действующая против гравитации. Антигравитация, если хочешь. Эту загадочную силу назвали темной энергией, и она составляет около 68% всего энергетического содержимого Вселенной. Подумай об этом. Обычная материя – звезды, планеты, газ, люди – составляет лишь около 5% Вселенной. Темная материя – 27%. Темная энергия – 68%. Мы понимаем только 5% того, из чего состоит наша Вселенная. 95% – это полная загадка. И вот что особенно тревожно, темная энергия становится все более доминирующей. По мере расширения Вселенной материя разряжается, но плотность темной энергии остается постоянной. Это означает, что со временем темная энергия будет все сильнее преобладать над гравитацией обычной и темной материи. Расширение Вселенной будет ускоряться все быстрее и быстрее. Через триллионы лет, число, которое невозможно себе представить, все галактики за пределами нашего локального скопления исчезнут за космическим горизонтом.
Они будут удаляться от нас быстрее скорости света, и их свет никогда не достигнет нас. Наблюдаемая Вселенная сожмется до нашей собственной галактики, окруженной абсолютной темнотой. А потом, через еще более невообразимые промежутки времени, погаснут все звезды. Вселенная превратится в холодную, темную, почти пустую бездну. Это называется тепловой смертью Вселенной, и гравитация, вместе со своим антагонистом, темной энергией, играет главную роль в этой космической трагедии. Но мы все еще не ответили на главный вопрос. Что такое гравитация? Почему она существует? Почему именно такая, а не другая? И здесь мы подходим к тому, что делает гравитацию поистине непостижимой для человеческого разума. Гравитация – самая слабая из всех фундаментальных сил. Настолько слабая, что это кажется абсурдным. Электромагнитное взаимодействие между двумя протонами примерно в 10 в 36 степени раз сильнее, чем гравитационное притяжение между ними. Это единица с 36 нулями. Число настолько огромное, что его невозможно осознать. Чтобы понять, насколько это много, представь себе такую аналогию. Если бы гравитационное притяжение между двумя протонами соответствовало 1 секунде, то электромагнитное взаимодействие между ними длилось бы дольше, чем существует Вселенная. Не в 1000 раз дольше. Не в миллионы. В триллионы триллионов раз дольше. Почему гравитация такая слабая, никто не знает. Это одна из величайших загадок физики, известная как проблема иерархии. Между гравитацией и другими силами существует огромная необъяснимая пропасть. И у нас нет никакого понимания, почему это так. Некоторые физики предполагают, что гравитация на самом деле не такая слабая. Просто большая ее часть утекает в дополнительные измерения пространства, которые мы не можем напрямую наблюдать. Теория струн предсказывает существование 10 или 11 измерений, и гравитация – единственная сила, которая может распространяться во всех них. Другие силы ограничены нашими привычными 3 измерениями пространства и 1 измерением времени. Если это правда, то Вселенная гораздо больше и сложнее, чем мы можем воспринять. Мы живем на 3-мерной мембране, плавающей в многомерном пространстве, и видим лишь тени реальности. Гравитация – это единственный мостик между нашим миром и этими скрытыми измерениями. Но теория струн, несмотря на всю ее математическую красоту, до сих пор не дала ни одного проверяемого предсказания. Многие физики сомневаются, является ли она вообще научной теорией в строгом смысле, или же это просто элегантная математическая конструкция, не имеющая отношения к реальности. Есть и другие попытки объяснить гравитацию. Петлевая, квантовая гравитация предполагает, что само пространство-время дискретно, оно состоит из крошечных неделимых единиц, примерно так же, как материя состоит из атомов. На масштабах, доступных нашим органам чувств, пространство кажется гладким и непрерывным, но на планковских масштабах оно превращается в сложную сеть квантовых петель. Другие теории предлагают еще более радикальные идеи. Возможно, гравитация не является фундаментальной силой вообще. Возможно, она возникает из более глубоких принципов – термодинамики или обработки информации. Есть гипотезы, что гравитация – это энтропийная сила, подобная давлению, толкающему молекулы газа. Есть идеи о том, что пространство-время само является голограммой, возникающей из квантовой информации на границе Вселенной. Все эти теории спекулятивны, ни одна из них не подтверждена экспериментально, и, возможно, истина лежит в направлении, о котором мы еще даже не подозреваем. Давай теперь погрузимся еще глубже в эту бездну непознанного. Мы говорили о том, что гравитация искривляет пространство и время. Мы упоминали, что она в триллионы триллионов раз слабее других сил. Но теперь пришло время рассмотреть места, где гравитация показывает свое истинное, пугающее лицо. Места, где она перестает быть нежной силой, удерживающей яблоки на деревьях, и становится чудовищем, разрывающим звезды на части. Представь себе звезду, массивнее нашего Солнца в десятки раз. На протяжении миллионов лет она сжигает водород в своем ядре, превращая его в гелий, потом в углерод, потом в более тяжелые элементы. Термоядерный синтез создает колоссальное давление, направленное наружу, которое уравновешивает гравитационное притяжение, стремящееся сжать звезду в точку. Это хрупкое равновесие длится миллионы лет. Но рано или поздно топливо заканчивается. Когда ядро звезды превращается в железо, синтез останавливается. Железо не выделяет энергию при слиянии, а поглощает ее. И в этот момент гравитация побеждает. То, что происходит дальше, занимает доли секунды, но это один из самых жестоких процессов во Вселенной. Ядро звезды коллапсирует, обрушивается само на себя со скоростью, достигающей четверти скорости света.
Внешние слои звезды, лишившись опоры, падают вниз, ударяются о сверхплотное ядро и отскакивают наружу в гигантском взрыве. Это сверхновое событие, которое на короткое время может сиять ярче целой галактики. Но что остается после взрыва? Это зависит от массы звезды. Если она была достаточно массивной, но не слишком, ядро превращается в нейтронную звезду, объект невообразимой плотности. Представь себе массу, превышающую массу Солнца, сжатую в шар диаметром всего 20 километров. Чайная ложка вещества нейтронной звезды весила бы на Земле около миллиарда тонн. На поверхности нейтронной звезды гравитация настолько сильна, что она деформирует даже свет. Если бы ты мог стоять на такой поверхности, что невозможно, потому что тебя мгновенно расплющило бы в слой атомов толщиной в несколько микрометров, ты увидел бы странную картину. Горизонт был бы не там, где ты ожидаешь. Из-за искривления пространства ты мог бы видеть часть обратной стороны звезды. Свет огибал бы звезду, позволяя тебе заглянуть за горизонт. Время на поверхности нейтронной звезды течет заметно медленнее, чем вдали от нее. Если бы ты провел там год, снова чисто гипотетически, на Земле прошло бы значительно больше времени. Ты буквально путешествовал бы в будущее. Но нейтронная звезда – это еще не предел того, на что способна гравитация. Если исходная звезда была достаточно массивной, примерно в 25 раз тяжелее Солнца или больше, даже давление вырожденных нейтронов не может противостоять гравитации. Ядро продолжает коллапсировать, и здесь мы подходим к объекту, который является, пожалуй, самым странным и пугающим во всей известной нам Вселенной. Черная дыра. Само название звучит зловеще, но реальность еще более жуткая. Черная дыра – это не просто очень плотный объект. Это разрыв в ткани пространства-времени. Это место, где наши физические законы перестают работать, где известная нам Вселенная заканчивается. Когда материя коллапсирует в черную дыру, она пересекает границу, называемую горизонтом событий. Это не физическая поверхность. Там нет стены или барьера, который можно потрогать. Это математическая граница, точка невозврата. Все, что пересекает горизонт событий – свет, материя, информация – уже никогда не сможет вернуться. Гравитация внутри настолько сильна, что для того, чтобы убежать, нужно было бы двигаться быстрее скорости света. А это, согласно теории относительности, невозможно для чего-либо обладающего массой или информацией. Для внешнего наблюдателя объект, падающий в черную дыру, никогда не пересечет горизонт событий. Он будет приближаться к нему все медленнее и медленнее. Его свет будет краснеть и тускнеть, и в конце концов он замрет на границе, застывшей в вечности. Но это иллюзия, создаваемая искривлением времени. С точки зрения самого падающего объекта он пересечет горизонт за конечное время и продолжит падение к центру. А что находится в центре черной дыры? Согласно общей теории относительности, там находится сингулярность. Точка бесконечной плотности, бесконечной кривизны пространства-времени. Математически это место, где все наши уравнения дают бесконечность, что является верным признаком того, что теория перестает работать. Физики ненавидят бесконечности, они обычно означают, что мы чего-то не понимаем. И мы действительно не понимаем, что происходит в сингулярности. Для этого нужна квантовая теория гравитации, которой у нас нет. Некоторые предполагают, что квантовые эффекты предотвращают образование истинной сингулярности, заменяя ее чем-то другим. Возможно, квантовой пеной или переходом в другую вселенную. Но это лишь спекуляции. Черные дыры ставят перед нами еще одну глубокую проблему – информационный парадокс. Согласно квантовой механике, информация не может быть уничтожена. Это один из фундаментальных принципов. Но если объект падает в черную дыру, вся информация о нем, его форма, состав, история, кажется потерянной навсегда, скрытой за горизонтом событий. Ситуация усугубляется тем, что черные дыры не вечны. В 70-х годах Стивен Хокинг показал, что черные дыры медленно испаряются, испуская так называемое излучение Хокинга. Это чрезвычайно медленный процесс. Черная дыра с массой Солнца испарялась бы дольше, чем нынешний возраст Вселенной, помноженный на невообразимо большое число. Но принципиально черные дыры смертны. Они родились, и они умрут. И вот проблема. Излучение Хокинга не несет информации о том, что упало в черную дыру. Оно одинаково для всех черных дыр одинаковой массы, независимо от того, образовались ли они из звезды, из облака газа или из миллиарда экземпляров одной и той же книги. Когда черная дыра полностью испарится, куда денется вся информация, которую она поглотила?
Эта загадка мучает физиков уже полвека, предложены различные решения. От гипотезы о том, что информация каким-то образом закодирована в излучении Хокинга способом, который мы пока не понимаем, до идеи о том, что информация сохраняется в так называемых остатках, крошечных объектах, остающихся после испарения черной дыры. Но консенсуса нет. Информационный парадокс остается открытым. Это важно не только для понимания черных дыр. Это вопрос о самой природе реальности. Если информация может быть уничтожена, это означает, что Вселенная фундаментально непредсказуема даже в принципе. Законы физики потеряли бы свою детерминистическую силу. Прошлое не определяло бы однозначно будущее, и наоборот. Это был бы удар по самим основам научного метода. Но давай отойдем от черных дыр и посмотрим на гравитацию в еще большем масштабе. Мы уже говорили о темной материи и темной энергии. Теперь давай обсудим, что гравитация делает со структурой Вселенной в целом. Сразу после Большого взрыва Вселенная была почти идеально однородной. Материя была распределена равномерно, с крошечными флуктуациями, неоднородностями плотности, на уровне 1/100 доли. Эти флуктуации были квантового происхождения, растянутые до космических масштабов инфляции, периодом невероятно быстрого расширения в первые доли секунды после Большого взрыва. И вот здесь гравитация начинает свою работу скульптора. Области с чуть большей плотностью притягивают окружающую материю сильнее, чем области с меньшей плотностью. Со временем плотные области становятся еще плотнее, а разреженные – еще более пустыми. Этот процесс, называемый гравитационной неустойчивостью, продолжается миллиарды лет. Результат мы видим сегодня – крупномасштабная структура Вселенной. Галактики не разбросаны случайно. Они собраны в скопления и сверхскопления, которые соединены тонкими нитями, галактическими филаментами. Между ними огромные пустоты, войды, где почти ничего нет. Вся структура напоминает космическую паутину, и гравитация – паук, который ее сплел. Эта паутина невероятно красива, если смотреть на нее в масштабе сотен миллионов световых лет. Но она также свидетельствует о чем-то тревожном. Вся эта структура – следствие работы невидимой силы над невидимой материей. Темная материя образует каркас этой паутины, а обычная материя просто следует за ней, накапливаясь в тех же местах. Мы видим лишь светящуюся пену на поверхности невидимого океана. Более того, эта структура находится в постоянном движении. Галактики притягиваются друг к другу, скопления сливаются, огромные потоки материи текут через космос. Наша собственная галактика, Млечный Путь, движется к скоплению Девы со скоростью около 600 км в секунду. Но это не просто притяжение к скоплению Девы. Есть более масштабное движение, направленное к загадочной области, которую астрономы назвали Великим Аттрактором. Великий Аттрактор – это гравитационная аномалия, расположенная примерно в 250 миллионах световых лет от нас. Мы не можем его непосредственно наблюдать, потому что он находится в направлении, заслоненном диском нашей собственной галактики, в так называемой зоне избегания, где пыль и звезды Млечного Пути блокируют обзор. Но мы знаем, что он там, потому что видим его влияние на движение галактик. Великий Аттрактор тянет к себе тысячи галактик, включая нашу. Но даже он – не конечная точка притяжения. Есть указания на еще более массивные структуры дальше, например, сверхскопление Шепли, которое может быть частью объяснения этого движения. Мы являемся частью гигантского космического течения, направляющегося куда-то, и мы до сих пор не полностью понимаем, куда и почему. Это движение подчеркивает нашу абсолютную беспомощность перед лицом космических сил. Земля движется вокруг Солнца. Солнце движется вокруг центра галактики. Галактика движется в составе местной группы. Местная группа движется к скоплению Девы. И вся эта система мчится к Великому Аттрактору и дальше. Мы пассажиры на корабле, который сам является пассажиром на большем корабле, который является частью еще большего потока, уносящего нас в неизвестность. И мы не можем ничего с этим сделать. Гравитацию нельзя экранировать. Нет никакого материала, который бы блокировал гравитационные волны или притяжение. Электромагнитное излучение можно остановить свинцовой стеной, ядерные частицы – толстым слоем бетона. Но от гравитации нет защиты. Она проникает через все. Даже если бы мы спрятались в центре Земли, гравитация Солнца и далеких галактик все равно действовала бы на нас. Это фундаментальное свойство гравитации. Ее универсальность делает ее уникальной среди всех сил. Электромагнетизм действует только на заряженные частицы.
ядерные силы только на определенные частицы на очень коротких расстояниях. Но гравитация действует на все, что имеет энергию или массу. А поскольку, согласно знаменитому уравнению Эйнштейна, энергия и масса эквивалентны, гравитация действует буквально на все. Даже свет, не имеющий массы покоя, подвержен гравитации, потому что он несет энергию. Эта универсальность – одна из причин, почему физики подозревают, что гравитация играет более фундаментальную роль в устройстве Вселенной, чем другие силы. Возможно, гравитация – это не просто одна из 4 сил, а нечто более глубокое, из чего все остальные силы каким-то образом возникают. Существует красивая гипотеза, предложенная физиком Эриком Верлинди, что гравитация – это не фундаментальная сила, а энтропийный эффект. Согласно этой идее, гравитационное притяжение возникает из стремления системы к состоянию с максимальной энтропией, максимальным беспорядком. Это похоже на то, как полимерная молекула в растворе стремится свернуться в клубок, не из-за какой-то силы притяжения между ее частями, а просто потому, что свернутое состояние более вероятно. Если эта идея верна, гравитация – это статистический эффект, возникающий из поведения микроскопических степеней свободы пространства-времени. Это означало бы, что пространство и время не фундаментальны, а возникают из чего-то более глубокого. Возможно, из квантовой информации. Эта гипотеза связана с голографическим принципом, идеей о том, что вся информация, содержащаяся в некотором объеме пространства, может быть закодирована на границе этого объема, подобно голограмме. Голографический принцип изначально возник из изучения черных дыр. Оказалось, что энтропия черной дыры пропорциональна не ее объему, как можно было бы ожидать, а площади ее горизонта событий. Если голографический принцип верен для всей Вселенной, это означает, что трехмерное пространство, в котором мы живем, может быть своего рода проекцией, иллюзией, возникающей из двумерной информации на далекой границе. Мы были бы голограммами, даже не подозревающими об этом. И гравитация, возможно, единственная сила, которая дает нам намек на эту скрытую реальность. Звучит как научная фантастика, но это активная область исследований в теоретической физике, и пока что мы не знаем, правда ли это. Давай вернемся к более осязаемым вещам и поговорим о том, как гравитация влияет на саму возможность жизни во Вселенной. Мы привыкли думать о гравитации как о чем-то само собой разумеющемся. Но если бы гравитационное постоянное число, определяющее силу гравитации, была немного другой, Вселенная выглядела бы совершенно иначе. И вероятнее всего, нас в ней не было бы. Если бы гравитация была немного сильнее, звезды сжигали бы свое топливо гораздо быстрее. Солнце просуществовало бы не 10 миллиардов лет, а несколько миллионов или даже меньше. Этого времени недостаточно для эволюции сложной жизни. Кроме того, сильная гравитация привела бы к образованию преимущественно массивных звезд, которые быстро взрываются как сверхновые. Маленьких, стабильных звезд вроде нашего Солнца было бы мало или не было бы вовсе. Если бы гравитация была немного слабее, возникли бы другие проблемы. Галактики не смогли бы сформироваться, материя была бы слишком разрежена, чтобы собраться вместе. Звезды были бы менее плотными и холодными, возможно, не способными запустить термоядерные реакции. Вселенная была бы темной и безжизненной. Это пример так называемой тонкой настройки Вселенной. Факта, что фундаментальные физические постоянные имеют значения, которые кажутся точно подобранными для возникновения сложных структур и жизни. Гравитационное постоянное – одна из таких критических величин. Почему она имеет именно такое значение? Это один из самых глубоких вопросов в физике. Одни говорят, что это просто случайность. Нам повезло жить во Вселенной с подходящими параметрами. Другие ссылаются на антропный принцип. Мы наблюдаем именно такую Вселенную, потому что в другой нас просто не было бы. И некому было бы задавать вопросы. Третьи предполагают существование мультивселенной, бесконечного множества вселенных с разными параметрами, и мы, естественно, оказались в одной из тех, где жизнь возможна. Ни одна из этих идей не является полностью удовлетворительной. Случайность не объясняет ничего. Антропный принцип – это скорее тавтология, чем объяснение. А мультивселенную невозможно проверить экспериментально, что ставит под сомнение ее научный статус. Гравитация, таким образом, не только непонятна нам механически. Мы не знаем, как она работает на квантовом уровне. Она также непонятна нам телеологически. Мы не знаем, почему она имеет именно такие свойства, которые делают нашу Вселенную возможной.
Это подводит нас к еще более глубокому уровню загадки. Возможно, вопрос, что такое гравитация, неправильно сформулирован. Возможно, гравитация – это не вещь, которую можно определить и объяснить в привычных терминах. Возможно, она проявление чего-то настолько фундаментального, что у нас нет языка для его описания. Наш мозг эволюционировал для решения практических задач на саванне. Как найти еду, как избежать хищников, как найти партнера. Он не эволюционировал для понимания искривления многомерного пространства-времени или квантовой суперпозиции. Мы пытаемся использовать инструмент, созданный для одних целей, для достижения совершенно других. Может быть, есть пределы тому, что человеческий разум способен понять. Может быть, гравитация находится за этим пределом. Не потому, что она непознаваема в принципе, а потому, что познать ее может только разум, устроенный иначе, чем наш. Эта мысль одновременно смиряет и вдохновляет. Смиряет, потому что напоминает о наших ограничениях. Вдохновляет, потому что показывает, как много еще предстоит открыть. Вселенная хранит тайны, которые могут изменить все наше понимание реальности. И гравитация – ключ к этим тайнам. В следующей части мы погрузимся еще глубже. Мы поговорим о том, что гравитация рассказывает нам о природе времени, о возможности путешествий в прошлое и о том, что может находиться в самом сердце черных дыр. Там, где пространство и время перестают существовать. Мы уже говорили о том, что гравитация искривляет время. Часы идут медленнее вблизи массивных объектов. Это экспериментально подтвержденный факт, который мы используем каждый день в спутниковой навигации. Но теперь давай заглянем глубже. Давай спросим себя, что это на самом деле означает? Что такое время, если его можно замедлить или ускорить? И может ли гравитация не просто замедлять время, но и искривлять его настолько, что оно потечет вспять? Эти вопросы кажутся философскими, но на самом деле они находятся на переднем крае физики. И ответы, которые мы начинаем получать, еще более странные, чем сами вопросы. Начнем с простого наблюдения. В повседневной жизни время кажется нам абсолютно особенным. Оно отличается от пространства фундаментальным образом. Мы можем двигаться в пространстве в любом направлении. Вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. Но во времени мы движемся только в одном направлении – из прошлого в будущее. Мы не можем остановиться, не можем повернуть назад, не можем ускориться или замедлиться по собственному желанию, но уравнения физики рассказывают совершенно другую историю. В большинстве фундаментальных уравнений время ничем не отличается от пространства. Оно входит в уравнение на равных правах с пространственными координатами. Более того, многие физические законы симметричны относительно времени. Они работают одинаково хорошо, если время идет вперед или назад. Возьми, например, законы Ньютона. Если ты снимешь на видео столкновение двух бильярдных шаров и прокрутишь запись в обратном направлении, результат будет выглядеть абсолютно физически корректным. Ты не сможешь определить, какое направление времени правильное, просто глядя на это видео. Законы механики не различают прошлое и будущее. То же самое верно для уравнений Эйнштейна, описывающих гравитацию. Они полностью симметричны относительно времени. С точки зрения этих уравнений, нет никакой причины, почему время должно течь только в одном направлении. Так почему же мы ощущаем время как направленное? Почему мы помним прошлое, но не будущее? Почему яйцо может разбиться, но разбитое яйцо никогда не соберется обратно? Традиционный ответ связан со вторым законом термодинамики. Энтропия замкнутой системы всегда возрастает или остается постоянной. Энтропия – это мера беспорядка. И Вселенная в целом движется от порядка к беспорядку. Это создает так называемую стрелу времени, асимметрию между прошлым и будущим. Но этот ответ порождает новый вопрос. Почему энтропия в прошлом была низкой? Почему Вселенная началась в состоянии высокого порядка, сразу после Большого взрыва, и с тех пор движется к беспорядку? Это требует объяснения начальных условий. А начальные условия Вселенной – это то, чего мы не понимаем. Некоторые физики, включая Роджера Пенроуза, предполагают, что гравитация играет ключевую роль в объяснении стрелы времени. Идея такова: гравитация создает особый вид энтропии, связанный с неоднородностью распределения материи. Сразу после Большого взрыва материя была распределена почти равномерно, что является состоянием низкой гравитационной энтропии. Со временем гравитация собирает материю в сгустки, звезды, галактики, скопления и в конечном счете в черные дыры. Это увеличивает гравитационную энтропию. Черные дыры – это объекты с максимально возможной энтропией для данной массы.
Когда вся материя во Вселенной в конечном счете поглотится черными дырами, а сами черные дыры испарятся через излучение Хокинга, Вселенная достигнет состояния максимальной энтропии, тепловой смерти. Это конечное состояние, из которого невозможен возврат. Таким образом, гравитация – это двигатель стрелы времени. Она создает структуру, которая затем разрушается, и этот процесс определяет направление времени. Без гравитации, возможно, не было бы различия между прошлым и будущим. Но это все еще не объясняет, почему начальные условия были именно такими. Это отодвигает проблему, но не решает ее. Тайна времени и тайна гравитации оказываются переплетены на самом глубоком уровне. Теперь давай обратимся к еще более экзотической возможности – путешествиям во времени. Когда мы говорим о путешествиях во времени в будущее, здесь нет никакой загадки. Это реальность, подтвержденная экспериментами. Если ты движешься с высокой скоростью или находишься в сильном гравитационном поле, время для тебя течет медленнее, чем для неподвижного наблюдателя вдали от массивных тел. Когда ты вернешься, в окружающем мире пройдет больше времени, чем для тебя. Ты, по сути, переместишься в будущее. Космонавты на Международной космической станции, которые движутся со скоростью около 8 км в секунду и находятся дальше от центра Земли, стареют чуть-чуть медленнее, чем люди на поверхности. Разница крошечная, чем за год на станции космонавт выигрывает примерно 1/100 секунды. Но принципиально это путешествие во времени. Если бы мы могли построить космический корабль, способный разгоняться до скоростей, близких к скорости света, эффект был бы гораздо более драматичным. Путешествие к ближайшей звезде Проксиме Центавра, находящейся в 4 световых годах от нас, при постоянном ускорении в одно же заняло бы для экипажа всего несколько лет субъективного времени. Но на Земле прошло бы значительно больше, возможно, десятилетия. Вернувшись, космонавты обнаружили бы, что их друзья и родственники постарели или умерли, в то время как они сами почти не изменились. Это сценарий знаменитого парадокса близнецов, который на самом деле никакой не парадокс, а прямое следствие специальной теории относительности. Путешествие в будущее возможно, хотя и требует огромных затрат энергии. Но что насчет путешествий в прошлое? Это гораздо более проблематично, и именно здесь гравитация становится по-настоящему странной. Общая теория относительности не запрещает путешествия в прошлое. Уравнения Эйнштейна допускают решения, в которых существуют так называемые замкнутые временеподобные кривые, траектории, двигаясь по которым объект возвращается в собственное прошлое. Это не научная фантастика, а математический факт. Одно из таких решений было найдено математиком Куртом Гёделем в 1949 году. Гёдель показал, что во вращающейся Вселенной, если бы вся Вселенная вращалась как целое, можно было бы путешествовать в прошлое, просто двигаясь по определенной траектории. Наша реальная Вселенная не вращается в этом смысле, так что решение Гёделя неприменимо. Но сам факт, что уравнения это допускают, глубоко тревожен. Другие решения связаны с экзотическими объектами, такими как кротовые норы. Кротовая нора – это гипотетический туннель через пространство-время, соединяющий два удаленных региона. Представь себе, что ты сгибаешь лист бумаги так, чтобы две точки, изначально далекие друг от друга, оказались рядом. Затем ты протыкаешь бумагу, создавая прямой проход между этими точками. Это и есть кротовая нора. Уравнения Эйнштейна допускают существование кротовых нор, но для их стабилизации требуется материя с отрицательной энергией плотности, так называемая экзотическая материя. Такая материя, если она существует, имела бы гравитационное отталкивание вместо притяжения. Квантовые эффекты могут создавать небольшие количества отрицательной энергии, это связано с эффектом Казимира и другими явлениями. Но достаточно ли этого для создания стабильной кротовой норы? Большой вопрос. Допустим, кротовые норы существуют, и их можно стабилизировать. Физики показали, что манипулируя входами кротовой норы, перемещая один вход с высокой скоростью или помещая его в сильное гравитационное поле, можно создать временную петлю. Время будет течь с разной скоростью на разных концах норы, и в какой-то момент вход в кротовую нору станет выходом в прошлое. Это звучит безумно, но математически это допустимо. Гравитация, искривляя пространство-время, создает возможности, которые кажутся нарушающими причинность. Принцип, согласно которому причина должна предшествовать следствию. Но может ли это работать на практике?
Большинство физиков скептически относятся к этой идее. Существует гипотеза хронологической защиты, предложенная Стивеном Хокингом, согласно которой законы физики каким-то образом предотвращают создание машин времени. Возможно, квантовые эффекты разрушают кротовую нору как раз в тот момент, когда она готова стать машиной времени. Возможно, энергия, необходимая для ее создания, превышает любые практические пределы. Но гипотеза хронологической защиты – это именно гипотеза, а не доказанный факт. Мы не знаем, работает ли она. Мы не знаем, запрещает ли природа путешествия в прошлое или просто делает их невероятно трудными. Если путешествия в прошлое возможны, это порождает множество парадоксов. Самый известный – парадокс убитого дедушки. Если ты путешествуешь в прошлое и убиваешь своего дедушку до того, как он встретил твою бабушку, ты никогда не родишься. Но если ты не родишься, ты не сможешь путешествовать в прошлое и убить дедушку. Противоречие. Есть различные способы разрешения этого парадокса. Одна идея – самосогласованность. Возможно, Вселенная устроена так, что любая попытка изменить прошлое обречена на провал. Что бы ты ни делал, события выстроятся так, чтобы история осталась неизменной. Это как в древнегреческой трагедии об Эдипе, попытки избежать пророчества приводят к его исполнению. Другая идея – многомировая интерпретация. Возможно, путешествие в прошлое создает новую ветвь реальности, параллельную вселенную, в которой события разворачиваются иначе. Ты не изменяешь собственное прошлое. Ты создаешь альтернативную историю. Обе эти идеи имеют сторонников среди физиков, но ни одна не доказана и не опровергнута. Мы просто не знаем, как Вселенная справляется с потенциальными временными парадоксами. И справляется ли вообще. Гравитация таким образом ставит под вопрос саму природу причинности. Мы привыкли думать, что причина всегда предшествует следствию, что прошлое определяет будущее. Но если пространство-время может искривляться настолько, что время образует петли, эти интуитивные представления могут оказаться неверными. Теперь давай вернемся к черным дырам и заглянем туда, куда не может проникнуть никакой телескоп. В сингулярность. Мы уже говорили, что сингулярность – это точка в центре черной дыры, где плотность становится бесконечной, а кривизна пространства-времени – бесконечной. Но что это означает физически? Согласно общей теории относительности, в сингулярности пространство и время перестают существовать. Это не просто экстремальные условия, это конец геометрии. Законы физики, как мы их знаем, просто неприменимы там. Некоторые физики интерпретируют сингулярность как край пространства-времени. Если ты падаешь в черную дыру, ты неизбежно достигнешь сингулярности за конечное собственное время. И в этот момент твое существование прекратится. Не потому, что тебя что-то уничтожит, а потому, что дальше просто нет дальше. Время заканчивается. Это похоже на вопрос, что было до Большого взрыва. Если время началось с Большого взрыва, вопрос не имеет смысла, не было никакого до. Аналогично, если время заканчивается в сингулярности, нет никакого «после» для того, кто туда попал. Но мы знаем, что общая теория относительности не полна. Она не включает квантовые эффекты, которые должны стать важными при приближении к планковским масштабам. Почти все физики считают, что классическая сингулярность – это артефакт нашего незнания, а не реальный физический объект. Что заменяет сингулярность в истинной квантовой теории гравитации? На этот вопрос нет ответа, потому что у нас нет такой теории. Но есть различные спекуляции. Одна идея – сингулярность заменяется квантовым отскоком. Материя не сжимается до бесконечной плотности, а достигает планковской плотности и отскакивает обратно. Это может означать, что черная дыра внутри связана с белой дырой, гипотетическим объектом, который выбрасывает материю, а не поглощает ее. Некоторые теоретики даже предполагают, что наша Вселенная могла возникнуть как результат такого отскока внутри черной дыры в родительской Вселенной. Другая идея – сингулярность является входом в другую Вселенную или другой регион нашей Вселенной. Это связано с гипотезами о кротовых норах, о которых мы говорили ранее. Возможно, падая в черную дыру, ты не достигаешь конца, а выныриваешь где-то еще. Третья идея – время внутри черной дыры становится пространственно подобным, а пространство – времени подобным. Это математически следует из уравнений Эйнштейна, и это означает, что сингулярность не точка в пространстве, а момент во времени. Ты не падаешь куда-то, ты падаешь когда-то. Сингулярность – это будущее, от которого невозможно уклониться, как невозможно уклониться от завтрашнего дня. Все эти идеи спекулятивны. Мы не можем наблюдать внутренности черных дыр напрямую.
Информация оттуда не может достичь нас. Мы можем только строить теории и надеяться, что они согласуются с наблюдениями, которые мы способны сделать. Недавние достижения в наблюдении черных дыр дают нам надежду. В 2019 году телескоп горизонта событий получил первое изображение тени черной дыры в галактике М87. Это колоссальная черная дыра с массой в 6,5 миллиардов Солнц. Ее горизонт событий больше, чем вся наша Солнечная система. Изображение показало темный круг. Саму тень, область, откуда свет не может уйти, окруженный ярким кольцом, образованным светящимся газом, вращающимся вокруг черной дыры. Это изображение полностью согласуется с предсказаниями общей теории относительности. Гравитация работает так, как предсказывал Эйнштейн, даже в этих экстремальных условиях. В 2022 году было получено аналогичное изображение черной дыры в центре нашей собственной галактики – Стрельца А-звезда. Эта черная дыра всего в 4 миллиона раз тяжелее Солнца, но она гораздо ближе к нам, примерно в 26 тысячах световых лет. Эти наблюдения – триумф науки, но они также подчеркивают, как много мы еще не знаем. Мы видим тень черной дыры, но не можем заглянуть за горизонт событий. Мы подтверждаем теорию Эйнштейна, но не знаем, что заменит ее на более глубоком уровне. Гравитационные волны открывают еще одно окно в мир экстремальной гравитации. Когда две черные дыры сливаются, они создают мощнейшие гравитационные волны, которые мы можем детектировать на Земле. За последние годы были зарегистрированы десятки таких событий. Каждая из них – катастрофа космических масштабов, в которой выделяется энергия, превышающая светимость всех звезд в наблюдаемой Вселенной. Анализ гравитационных волн позволяет нам слышать столкновения черных дыр, а не просто видеть их последствия. Это совершенно новый способ изучения Вселенной, и он только начинает раскрывать свой потенциал. В будущем космические детекторы гравитационных волн позволят нам услышать самые ранние моменты Вселенной – эпоху до образования первых атомов, когда космос был непрозрачен для электромагнитного излучения. Возможно, гравитационные волны донесут до нас эхо Большого взрыва, когда сама гравитация вела себя квантово. Возможно, они расскажут нам о том, что происходит в сингулярностях, или о том, существуют ли кротовые норы. Каждое новое наблюдение – это шаг к пониманию тайн, которые остаются сокрытыми уже столетия. Мы прошли долгий путь. Мы говорили о черных дырах и сингулярностях, о времени, которое замедляется и искривляется, о темной материи и темной энергии, о возможных путешествиях в прошлое. Но теперь пришло время задать самый фундаментальный вопрос. Почему вообще существует гравитация? И почему она устроена именно так, а не иначе? Этот вопрос может показаться странным. Мы привыкли думать, что законы природы просто есть. Они не требуют объяснения, их нужно принять как данность. Но физики всегда стремились к более глубокому пониманию. Они хотят не просто описать, что происходит, но понять, почему это происходит. История физики – это история объединения. Ньютон показал, что падение, яблоко и движение Луны подчиняются одному и тому же закону. Максвелл объединил электричество и магнетизм в единую теорию электромагнетизма. Эйнштейн связал пространство и время в пространство-время, а массу и энергию в знаменитом уравнении. В 20 веке физики объединили электромагнетизм со слабым ядерным взаимодействием в электрослабую теорию. Следующий логический шаг – объединение всех 4 фундаментальных сил в единую теорию. Такую теорию иногда называют теорией всего. Если она существует, она объяснит не только, как работает гравитация, но и почему она существует и почему имеет именно такие свойства. Но гравитация упорно сопротивляется объединению. 3 другие силы – электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие – прекрасно описываются в рамках квантовой теории поля. Они имеют переносчиков – частицы, которые передают взаимодействие. Они могут быть объединены в так называемой теории Великого Объединения, но гравитация стоит особняком. Главная проблема – гравитация описывается не как сила в обычном смысле, а как геометрия пространства-времени. В теории Эйнштейна нет гравитонов, есть только искривленное пространство-время. Попытки квантовать это пространство-время, то есть описать его в терминах квантовой механики, наталкиваются на математические трудности, которые до сих пор не преодолены. Теория струн – одна из самых амбициозных попыток решить эту проблему. Ее основная идея состоит в том, что фундаментальные объекты во Вселенной – это не точечные частицы, а крошечные одномерные струны. Разные моды колебаний этих струн соответствуют разным частицам,
Одна из мод автоматически описывает частицу со свойствами гравитона, переносчика гравитационного взаимодействия. Это замечательно. Теория струн не была специально сконструирована для описания гравитации. Гравитация возникает в ней естественно, как неизбежное следствие математической структуры. Это дает надежду, что теория струн может быть на правильном пути, но у теории струн есть серьезные проблемы. Она требует существования дополнительных пространственных измерений, 6 или 7, в зависимости от версии теории. Эти измерения должны быть свернуты, компактифицированы в структуры настолько маленькие, что мы не можем их наблюдать. Но способов свернуть эти измерения существует невообразимо много. По некоторым оценкам, порядка 10 в 500 степени различных возможностей. Каждая из этих возможностей соответствует разной физике в нашем четырехмерном мире. Это называется ландшафтом теории струн. Мы не знаем, какая именно компактификация соответствует нашей Вселенной, и у нас нет способа это определить. Критики утверждают, что теория, которая допускает 10 в 500 степени различных решений, на самом деле ничего не предсказывает. Защитники теории струн отвечают, что это может быть связано с мультивселенной. Возможно, все эти разные компактификации реализуются в разных регионах мультивселенной, и мы живем в том регионе, где параметры подходят для возникновения жизни. Но это объяснение не удовлетворяет многих физиков. Оно кажется отказом от объяснения, а не объяснением. Другой подход к квантовой гравитации – петлевая квантовая гравитация. В отличие от теории струн, она не требует дополнительных измерений и не претендует на роль теории всего. Она просто пытается квантовать гравитацию, не объединяя ее с другими силами. Основная идея петлевой квантовой гравитации состоит в том, что пространство-время дискретно на планковских масштабах. Оно состоит из крошечных квантов, минимальных неделимых единиц объема и площади. Эти кванты связаны между собой, образуя сложную сеть, называемую спиновой сетью. Классическое гладкое пространство-время возникает как усредненное описание этой дискретной структуры на больших масштабах, подобно тому, как гладкая поверхность воды возникает из дискретных молекул. Петлевая квантовая гравитация дает интересные предсказания. Например, она предполагает, что сингулярности в черных дырах и в большом взрыве разрешаются, заменяются квантовыми переходами. Черная дыра не сжимается до бесконечной плотности, а отскакивает, создавая белую дыру. Большой взрыв мог быть не началом времени, а большим отскоком, переходом из предшествующей сжимающейся фазы Вселенной. Но петлевая квантовая гравитация тоже имеет свои проблемы. Она не объясняет, как другие силы и частицы связаны с гравитацией. Она не дает проверяемых предсказаний, которые можно было бы протестировать современными экспериментами. Как и теория струн, она остается умозрительной конструкцией. Есть и другие подходы. Причинные динамические триангуляции, асимптотически безопасная гравитация, энтропийная гравитация и многие другие. Каждый из них предлагает свой взгляд на природу, пространство, времени и гравитации. Ни один из них не является общепринятым. Мы находимся в ситуации, когда есть много идей, но нет консенсуса. Возможно, правильная теория квантовой гравитации еще не придумана. Возможно, для ее создания нужны концептуальные прорывы, сравнимые с теми, которые совершили Ньютон и Эйнштейн. Мы можем находиться накануне революции. Или нам может потребоваться еще столетие работы. А пока мы живем с незнанием. И это незнание касается не абстрактных вопросов, а самой сути реальности. Подумай об этом. Пространство и время – это арена, на которой разворачивается вся физика. Все, что происходит, происходит где-то и когда-то. Мы описываем события, указывая их координаты в пространстве и времени. Но что такое само пространство-время? Из чего оно состоит? Является ли оно фундаментальной сущностью или возникает из чего-то более глубокого? Некоторые физики считают, что пространство-время – эмерджентное явление. Это означает, что оно не существует на самом фундаментальном уровне, а возникает из чего-то другого, подобно тому, как температура возникает из движения молекул. Температура не существует для отдельной молекулы. Это статистическое свойство большого числа молекул. Возможно, пространство и время тоже являются статистическими свойствами более фундаментальных сущностей. Голографический принцип, о котором мы упоминали ранее, поддерживает эту идею. Если вся информация о трехмерном объеме закодирована на его двумерной границе, то объем МАИ в некотором смысле иллюзорен. Третье измерение пространства возникает из чего-то, что по своей сути двумерно. Еще более радикальная идея, что пространство-время возникает из квантовой запутанности. Запутанность –
Это квантовый феномен, при котором состояние двух частиц связано независимо от расстояния между ними. Измерение одной частицы мгновенно влияет на состояние другой, даже если они находятся на разных концах Вселенной. Некоторые теоретические расчеты показывают, что структура пространства-времени может быть связана со структурой квантовой запутанности. Две области пространства близки друг к другу, если они сильно запутаны. Если запутанность уменьшается, области расходятся. В этой картине расстояние в пространстве – это мера того, насколько части системы связаны квантово. Если это верно, гравитация – это не сила, действующая в пространстве времени. Гравитация – это то, что создает пространство-время. Без гравитации, без искривления, вызванного массой и энергией, не было бы самого пространства. Это головокружительная идея. Она переворачивает наше обычное понимание с ног на голову. Мы привыкли думать, что пространство – это сцена, на которой играют актеры, частицы и поля. Но, возможно, сцена сама является частью представления. Давай теперь подумаем о том, что это означает для нас, людей. Мы – существа, которые привыкли жить в 3 измерениях пространства и 1 измерении времени. Наш мозг эволюционировал, чтобы ориентироваться в этом 4-мерном мире. Мы интуитивно понимаем, что такое верх и низ, лево и право, близко и далеко, раньше и позже. Но если пространство и время не фундаментальные сущности, а эмерджентные явления, наша интуиция бесполезна. Мы как рыбы, пытающиеся понять, что такое вода. Мы настолько погружены в пространство-время, что не можем взглянуть на него со стороны. Это объясняет, почему гравитация так трудна для понимания. Мы пытаемся понять то, что создает саму арену нашего понимания. Это как пытаться увидеть собственные глаза без зеркала. И все же мы пытаемся. В этом величие и трагедия человеческого разума. Мы задаем вопросы, на которые, возможно, никогда не получим ответа. Но сам процесс вопрошания – это то, что делает нас людьми. Теперь давай поговорим о будущем. Что ждет Вселенную, управляемую гравитацией? Мы уже упоминали, что расширение Вселенной ускоряется под действием темной энергии. Это имеет далеко идущие последствия. Если ускорение продолжится, а у нас нет оснований полагать, что оно остановится, Вселенная ждет холодная и одинокая судьба. Через несколько миллиардов лет наша галактика Млечный Путь столкнется с соседней галактикой Андромеды. Это будет не катастрофа, а медленный танец. Звезды расположены настолько далеко друг от друга, что прямые столкновения практически невозможны. 2 галактики сольются в одну большую эллиптическую галактику, которую иногда называют Мелкомедой. Гравитация свяжет эту новую галактику с несколькими ближайшими соседями – галактиками местной группы. Вместе они образуют связанную систему, которая будет существовать даже когда расширение Вселенной отодвинет все остальное за горизонт. Через триллионы лет, число, которое невозможно вообразить, все далекие галактики исчезнут из вида. Они будут удаляться быстрее скорости света, и их свет никогда не достигнет нас. Наблюдаемая Вселенная сожмется до нашей собственной галактики или скопления галактик, окруженного абсолютной темнотой. Будущие астрономы, если они будут существовать, не увидят признаков Большого взрыва. Космическое микроволновое излучение растянется до длин волн, недоступных измерению. Далекие галактики исчезнут. Вселенная будет казаться статичной и неизменной, и будет невозможно узнать, что когда-то она была молодой и горячей. Но это еще не конец. Звезды в нашей галактике будут продолжать гореть, но не вечно. Самые маленькие красные карлики могут светить триллионы лет, гораздо дольше, чем нынешний возраст Вселенной. Но в конце концов и они израсходуют свое водородное топливо. Когда погаснет последняя звезда, Вселенная погрузится в темноту, останутся только остывающие остатки. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры, холодные планеты, дрейфующие в пустоте. Гравитация продолжит действовать. Иногда звездные остатки будут сближаться и сталкиваться. Иногда объекты будут падать в черные дыры, слегка увеличивая их массу. Этот процесс будет продолжаться невообразимо долго, десятки порядков величины дольше, чем нынешний возраст Вселенной. В конце концов, даже протоны, частицы, которые мы считаем стабильными, могут распасться. Некоторые теории предсказывают, что протоны имеют конечное время жизни, порядка 10 в 34 или 37 степени лет. Если это верно, вся обычная материя в конце концов превратится в излучение и более легкие частицы. Останутся только черные дыры. Но и они не вечны. Излучение Хокинга медленно испаряет черные дыры.
Для черной дыры с массой Солнца этот процесс занял бы около 10 в 67 степени лет. Число настолько огромное, что для него нет названия в обычном языке. Сверхмассивные черные дыры будут испаряться еще дольше – 10 в 100 степени лет или больше. Но в конце концов, последняя черная дыра испарится во вспышке гамма-излучения. И тогда во Вселенной не останется ничего, кроме редких фотонов и элементарных частиц, разлетающихся все дальше друг от друга в расширяющемся пространстве. Это состояние называется тепловой смертью Вселенной. Максимальная энтропия, максимальный беспорядок, полное равновесие. Ничего не происходит, потому что нечему происходить. Время теряет смысл, потому что нет событий, которые можно было бы различить. Гравитация, которая создала галактики и звезды, которая сформировала планеты и позволила возникнуть жизни, в конце концов приведет к этому холодному пустому финалу. Это одновременно и трагично, и величественно. Но даже здесь остаются вопросы. Некоторые физики предполагают, что в состоянии тепловой смерти квантовые флуктуации могут случайно создать новый большой взрыв. Вселенная может переродиться, начать новый цикл расширения, охлаждения, образования структур. Это спекуляция, основанная на очень слабом понимании квантовой гравитации. Но она дает надежду, или, по крайней мере, интеллектуальное утешение, что космос может быть вечным в некотором более глубоком смысле. Другая идея – циклическая космология. Возможно, большой взрыв был не началом, а переходом между двумя фазами бесконечного цикла. Вселенная расширяется, достигает состояния низкой энтропии, а затем каким-то образом сжимается или переходит в новую фазу расширения. Эта идея согласуется с некоторыми версиями теории струн и имеет своих сторонников среди космологов. Мы не знаем, какой сценарий верен. Мы даже не знаем, верен ли какой-либо из них. Возможно, истина лежит в направлении, о котором мы еще не подозреваем. Что мы знаем, так это то, что гравитация будет играть центральную роль в любом сценарии. Она – скульптор космоса, создающий структуру из хаоса. Она – тиран, приговаривающий Вселенную к энтропийной смерти. Она – тайна, которая ускользает от понимания на протяжении веков. И она – связь между нами и космосом. Каждый атом в твоем теле был создан в сердце звезды, сжатой гравитацией до температур, при которых возможен ядерный синтез. Каждый атом был выброшен в космос взрывом сверхновой, собран гравитацией в новые звезды и планеты, и в конце концов стал частью тебя. Мы – дети гравитации, и хотя мы не понимаем ее до конца, мы несем ее в себе, в тяжести наших тел, в биении наших сердец, в каждом вдохе. Мы прошли через многое. Мы говорили о яблоках и черных дырах, о времени, которое замедляется вблизи массивных тел, о пространстве, которое искривляется и создает иллюзию притяжения. Мы погружались в сингулярности, где известная физика перестает работать, и заглядывали в далекое будущее, где последние черные дыры испарятся в пустоту. Теперь пришло время собрать все воедино и задуматься о том, что это значит для нас, крошечных существ на маленькой планете, вращающейся вокруг обычной звезды на окраине обычной галактики. Гравитация – это парадокс. Она одновременно самая слабая и самая могущественная сила во Вселенной. Слабая, потому что электромагнитное взаимодействие между двумя протонами превосходит гравитационное в миллиарды миллиардов раз. Ты можешь легко преодолеть гравитацию всей планеты Земля, просто подняв руку или подпрыгнув. Маленький магнит поднимает скрепку, побеждая притяжение целой планеты. Но гравитация могущественна своим постоянством и всеобъемлющей природой. Она никогда не устает. Она действует на все, что имеет массу или энергию. Она не знает экранирования. От нее нельзя спрятаться ни за какой стеной. И она накапливается, миллиарды частиц. Каждая со своим крошечным гравитационным влиянием складываются вместе, создавая силу, способную зажигать звезды и разрывать галактики. В этом есть что-то глубоко поэтичное. Гравитация учит нас, что малое может становиться великим, что терпение и постоянство побеждают кратковременную силу, что связи, какими бы слабыми они ни казались, определяют структуру реальности. Но гравитация также учит нас смирению. Мы гордимся своими достижениями, нашими городами и технологиями, нашей наукой и искусством. Но все это существует только потому, что гравитация позволяет этому существовать. Стоит гравитации измениться даже немного, и все, что мы знаем, исчезнет. Наши тела эволюционировали под влиянием земной гравитации. Наши здания построены с ее учетом.
Наша атмосфера удерживается ею. Мы – гравитационные существа, полностью зависящие от силы, которую не понимаем. И вот что особенно поразительно, после 400 лет научного прогресса мы до сих пор не знаем, что такое гравитация на самом глубоком уровне. Мы можем описать ее эффекты с невероятной точностью. Мы отправляем космические аппараты к далеким планетам, рассчитывая траектории с точностью до километров на миллиарды километров пути. Мы предсказываем гравитационные волны от столкновений черных дыр за миллиарды световых лет. Наши теории работают. Но работающая теория – это не то же самое, что понимание. Мы знаем, как гравитация действует. Мы не знаем, что она такое и почему существует. Это различие важно. Представь себе, что ты умеешь водить автомобиль, но не имеешь ни малейшего представления о том, как работает двигатель. Ты можешь ехать куда хочешь, но ты не понимаешь машину. Если что-то пойдет не так, ты не сможешь это исправить. Если тебе нужно будет построить новую машину, ты не будешь знать, с чего начать. Мы находимся в похожей ситуации с гравитацией. Мы научились ею пользоваться, но не понимаем ее механизма. И когда наши теории сталкиваются с экстремальными условиями внутри черных дыр, в первые мгновения Большого взрыва они перестают работать. Двигатель ломается, и мы не знаем, как его починить. Эта ситуация уникальна для гравитации. С другими силами природы мы продвинулись гораздо дальше. Мы понимаем электромагнетизм на квантовом уровне. Квантовая электродинамика является, возможно, самой точной теорией в истории науки. Мы понимаем сильное и слабое ядерное взаимодействие в рамках стандартной модели. Мы можем объединить эти три силы в единую теоретическую структуру. Но гравитация остается за бортом. Она – последний рубеж фундаментальной физики. Тот, кто поймет гравитацию по-настоящему, совершит величайший прорыв со времен Эйнштейна. Возможно, величайший прорыв в истории науки вообще. Почему это так важно? Потому что понимание гравитации – это понимание пространства и времени. А пространство и время – это не просто фон, на котором происходят события. Согласно современным идеям, пространство и время могут быть самой фундаментальной структурой реальности. Или они могут быть иллюзией, возникающей из чего-то еще более глубокого. В любом случае, понять гравитацию значит понять саму ткань существования. Давай задумаемся о том, что мы узнали. Мы узнали, что время не абсолютная величина. Оно течет с разной скоростью в разных местах, в зависимости от гравитации и скорости движения. Твоя голова стареет быстрее, чем твои ноги. Часы на спутниках идут иначе, чем часы на Земле. Время – это не река, несущая всех с одинаковой скоростью. Это сложный ландшафт, где каждая точка имеет свой собственный темп. Мы узнали, что пространство не пустая сцена. Оно может искривляться, растягиваться, вибрировать. Гравитационные волны, рябь пространства-времени, пересекают Вселенную, неся информацию о катастрофах, произошедших миллиарды лет назад. Пространство – это динамическая сущность, участвующая в космической драме наравне с материей и энергией. Мы узнали, что видимая материя – лишь малая часть того, что существует. Темная материя и темная энергия составляют 95% содержимого Вселенной, и мы практически ничего о них не знаем. Гравитация – единственный способ, которым они проявляют себя. Без гравитации мы бы даже не подозревали об их существовании. Мы узнали, что черные дыры – это не научная фантастика, а реальные объекты, которые мы можем наблюдать и изучать. Они находятся в центрах галактик, они сталкиваются и сливаются, они испаряются через излучение Хокинга. И внутри них скрывается тайна, сингулярность. Место, где наше понимание заканчивается. Мы узнали, что Вселенная имеет историю и будет иметь будущее. Она родилась в Большом взрыве, прошла через эпохи формирования структур и движется к далекому финалу – тепловой смерти. Когда все звезды погаснут, все черные дыры испарятся и останется только пустота. Гравитация – главный архитектор этой истории. Все это мы узнали. Но сколько еще остается неизвестным? Мы не знаем, является ли пространство-время непрерывным или дискретным. Возможно, существует минимальная длина, планковская длина, около 10 в минус 35 степени метра, меньше которой понятие расстояния теряет смысл. Возможно, пространство состоит из крошечных квантов, как материя состоит из атомов. Мы не знаем. Мы не знаем, что происходит в сингулярностях. Общая теория относительности предсказывает бесконечную плотность и кривизну, но это, скорее всего, означает, что теория там неприменима.
Что заменяет сингулярность в истинной квантовой теории гравитации? Мы не знаем. Мы не знаем, почему гравитация так слаба по сравнению с другими силами. Это разрыв в 36 порядков величины. Огромная необъяснимая пропасть. Возможно, гравитация утекает в дополнительные измерения. Возможно, есть другое объяснение. Мы не знаем. Мы не знаем, существуют ли гравитоны, гипотетические частицы, переносящие гравитационное взаимодействие. Если они существуют, их невероятно трудно обнаружить. Возможно, гравитация вообще не является силой в обычном смысле и не нуждается в переносчике. Мы не знаем. Мы не знаем, что такое темная материя. Это какие-то новые частицы. Это модификация гравитации на больших масштабах. Это что-то еще более экзотическое. Десятилетия поисков не дали прямого обнаружения. Мы не знаем. Мы не знаем, что такое темная энергия. Это свойство пустого пространства? Это новое поле, пронизывающее Вселенную. Это признак того, что наше понимание гравитации неверно на космологических масштабах. Мы не знаем. Список того, чего мы не знаем, огромен. И это о самой фундаментальной силе, с которой мы сталкиваемся каждую секунду нашей жизни. Можно было бы впасть в отчаяние от такого количества незнания. Но есть другой способ смотреть на это. Каждый вопрос без ответа – это дверь, которая ждет, чтобы ее открыли. Каждая загадка – это приглашение к открытию. Мы живем в удивительное время, когда величайшие тайны природы все еще лежат перед нами, ожидая тех, кто осмелится их разгадать. История науки показывает, что самые глубокие вопросы часто получают самые неожиданные ответы. Ньютон не мог себе представить, что его теория гравитации будет заменена теорией искривленного пространства-времени. Эйнштейн не мог примириться с вероятностной природой квантовой механики. Будущие открытия могут оказаться еще более странными, чем все, что мы сейчас можем вообразить. Возможно, мы обнаружим, что пространство и время – иллюзии, возникающие из квантовой информации. Возможно, мы найдем доказательства существования других вселенных. Возможно, мы поймем, что гравитация и сознание связаны каким-то глубоким и неожиданным образом. Некоторые физики, включая Роджера Пенроуза, уже исследуют эту возможность. Или, возможно, мы столкнемся с пределами человеческого понимания. Возможно, есть истины, которые наш мозг не способен постичь, просто потому, что он эволюционировал для других целей. Муравей не может понять квантовую механику. Не потому, что она ложна, а потому что мозг муравья не приспособлен для таких абстракций. Возможно, для некоторых тайн гравитации мы – муравьи. Но даже это не повод для отчаяния. Даже если мы никогда не поймем всего, сам процесс познания имеет ценность. Каждый шаг вперед расширяет наш горизонт. Каждый вопрос, даже оставшийся без ответа, делает нас мудрее. И есть что-то прекрасное в том, чтобы жить во Вселенной, которая хранит тайны. Полностью понятный мир был бы скучным. Загадка – это то, что придает жизни глубину. Гравитация с ее неразрешенными вопросами напоминает нам, что реальность бесконечно богаче, чем любая наша модель. Теперь, когда ты лежишь в темноте, позволь мне нарисовать последнюю картину. Представь себе, что ты паришь в космосе, далеко от любой звезды. Вокруг тебя бесконечная темнота, усеянная далекими огоньками галактик. Каждый огонек – это сотни миллиардов звезд. Каждая звезда потенциально окружена планетами, некоторые из которых, возможно, несут жизнь. Вся эта структура с галактики скопления нити и войды создана гравитацией. Она – невидимый скульптор, вылепивший космос из первичного хаоса. Без нее не было бы ничего, только разреженный газ, равномерно распределенный в расширяющейся пустоте. Теперь обрати внимание на свое тело. Ты сам – результат работы гравитации. Элементы, из которых ты состоишь – углерод, кислород, железо – были созданы в сердцах звезд, где гравитация сжала материю до температур, при которых возможен ядерный синтез. Когда эти звезды взорвались как сверхновые, элементы рассеялись в космосе. Гравитация собрала их в новые звезды и планеты. И на одной из этих планет, Земле, возникла жизнь, которая в конечном счете создала тебя. Ты – звездная пыль, организованная гравитацией в думающее существо. Атомы в твоем теле путешествовали миллиарды лет через космос, прежде чем стать частью тебя. И когда-нибудь, через миллиарды лет, после того, как Солнце станет красным гигантом и поглотит Землю, эти атомы снова рассеются в пространстве. Возможно, они станут частью новых звезд, новых планет, новых форм жизни. Гравитация связывает тебя с космосом. Буквально. Ты притягиваешь Луну,
и Луна притягивает тебя. Солнце притягивает тебя, и центр галактики, и далекие квазары на краю наблюдаемой Вселенной. Все эти связи невероятно слабы по отдельности, но они реальны. Ты – часть гравитационной сети, охватывающей весь космос. В этом есть что-то утешительное. Мы не изолированы. Мы не одиноки во враждебной Вселенной. Мы связаны со всем существующим невидимыми нитями гравитации. Эта связь существовала до нашего рождения и будет существовать после нашей смерти. Мы – временные узоры в вечном танце материи и энергии, управляемом гравитацией. И в этом есть что-то величественное. Мы – крошечные существа с короткой жизнью, но мы способны задавать вопросы о природе реальности. Мы можем смотреть на звезды и спрашивать, почему они светят. Мы можем размышлять о черных дырах и сингулярностях, о начале и конце времени, о том, что делает Вселенную возможной. Гравитация не заботится о нас. Она – слепая сила, следующая математическим законам. Она одинаково действует на камень и на философа, на бактерию и на сверхновую. Но именно благодаря гравитации мы существуем. Именно благодаря ей мы можем лежать в темноте и думать о тайнах космоса. Возможно, мы никогда не поймем гравитацию до конца. Возможно, через 1000 лет люди будут смотреть на наши теории так же, как мы смотрим на представления древних о плоской Земле, покоящейся на черепахе. Возможно, истина о гравитации настолько странна, что мы не можем даже сформулировать правильный вопрос. Но это не имеет значения. Важно то, что мы пытаемся. Важно то, что мы не удовлетворяемся простыми ответами и продолжаем копать глубже. Важно то, что мы способны испытывать благоговение перед тайной, чувство, которое, возможно, отличает нас от всех других известных существ во Вселенной. Когда ты закроешь глаза и начнешь засыпать, гравитация будет с тобой. Она будет удерживать тебя на кровати, удерживать воздух вокруг тебя, удерживать Луну на орбите, создавая приливы в далеких океанах. Она будет тянуть твою кровь вниз, заставляя сердце работать чуть усерднее. Она будет держать атмосферу на месте, защищая тебя от космического вакуума. И где-то в глубинах космоса гравитационные волны будут пересекать Вселенную, неся информацию о событиях, которые произошли миллиарды лет назад. Черные дыры будут медленно испаряться, отдавая свою массу в виде излучения Хокинга. Галактики будут продолжать свой бесконечный танец, притягиваемые и отталкиваемые силами, которые мы только начинаем понимать. Вселенная огромна и древна. Мы – мимолетные гости в ней.